Каждое утро кошка Лиза подходила к одной и той же доске на кухне и начинала яростно царапать ее лапами. Сначала Ольга не обращала внимания. Она решила, что кошке просто понравилось старое дерево, но через неделю странная привычка начала ее раздражать. Лиза могла спокойно лежать весь день, но стоило наступить утру, как она возвращалась к этому месту, царапала пол и громко мяукала. Ольга несколько раз оттаскивала ее, но кошка снова приходила туда же. Однажды она заметила, что Лиза не просто царапает доску, а постоянно принюхивается к щели между половицами. Тогда Ольга решила вызвать мастера, чтобы тот снял доску и посмотрел, что находится под полом. На следующий день приехал Сергей, который занимался ремонтом деревянных полов. Он внимательно осмотрел место, принес инструменты и начал аккуратно поднимать доску. Лиза тут же прибежала на кухню и села рядом, будто ждала именно этого момента. Когда мастер приподнял половицу, он неожиданно остановился и попросил Ольгу открыть окна. Под полом проходила старая металлическая газовая труба, а рядом, с одним из соединений, прибор мастера показал небольшую утечку. Запаха в самой комнате почти не ощущалось, потому что газ скапливался в узком пространстве под полом. Сергей сразу позвонил в аварийную службу и предупредил Ольгу, чтобы она не включала свет и не пользовалась открытым огнем. Специалисты приехали, перекрыли газ и обнаружили поврежденное соединение. По их словам, утечка была небольшой, но оставлять ее без внимания было опасно. Ольга стояла у двери и все это время смотрела на Лизу. Она вдруг поняла, что кошка несколько дней пыталась показать ей именно то место, которое люди даже не замечали. После ремонта Лиза больше ни разу не подошла к этой доске. А вечером Ольга села на кухне, взяла кошку на руки и долго гладила ее по голове. «Если бы не ты, я бы даже не стала это проверять», — тихо сказала она. Лиза только замурлыкала и устроилась у нее на коленях. С тех пор Ольга никогда не смеялась над странными привычками своей кошки. Ведь одна маленькая кошка, которой просто не давали покоя запах и звук под полом, однажды заметила опасность раньше всех людей в доме. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.